Добрый день, дорогие пекари! Очень часто у меня в комментариях повторяется вопрос, даже не вопрос, а скорее претензия. А как же наши предки, а как же бабушки раньше в деревнях обходились без всех этих корзинок, весов, часов, без гусятниц, утятниц, колпаков, пары и прочих примочек и прибамбасов. И все было замечательно. Так вот, сегодня мы тоже сделаем так, чтобы все было замечательно, чтобы получился вот такой мягкий цельнозерновой пшеничный хлеб с мягчайшей коркой, красивым мякишем, не используя всяких разных современных технологий и инструментов. Единственное, что, конечно, я никуда не дену, это свою современную хорошую электрическую духовку. Печи русской у меня нет. Поэтому давайте начинать. Хлеб, как у бабушек. Очень часто в комментариях я читаю такую претензию. А вот как же наши бабушки в деревнях пекли прекрасный хлеб без всех этих ваших примочек, без весов, без колпаков, без контроля температуры. Прекрасно в русской печке и замечательный хлеб получался. Так вот, сегодня мы будем печь как в той самой деревне мифической, которая многим представляется неким таким золотым райским веком, хотя на самом деле была наполнена тяжелым ежедневным физическим трудом. Сегодня буду замешивать тесто именно так, как делали бабушки, в частности, как делала моя бабушка. И анализируя сейчас, я понимаю, что делала она все совершенно правильно. Естественно, весов кухонных не было. И мука, хотя в продаже была всегда высший сорт, но я взяла, имитируя деревенский хлеб, взяла цельнозерновую муку. Предположим, что смолота она на деревенской мельнице. Сухую муку мы высыпаем на стол. Именно так всегда делала моя бабушка. Высыпаем на стол и делаем из нее горочку. Сколько муки, не знаю, вот сколько-то. Я посмотрела остатки в пачке, мне показалось мало, поэтому я еще добавлю другую серую муку. У меня второй сорт, тоже вот все, что есть в пачке, высыплю. Из муки делаем горочку. В горочке делаем ямочку. В эту ямочку добавляем соль, такую щепотку. И в эту же ямочку нужно будет добавлять жидкость. По современным правилам всегда рекомендуется именно жидкость добавлять в муку, а не наоборот. Тогда у вас тесто будет замешиваться легко, гладко и без комочков. Вот налила сколько-то закваски, не знаю сколько, заполнилась у меня ямка. Да, сейчас можно вот так присыпать ее мукой и сделать еще ямку. И уже набирать воду. Дальше я вливаю воду. Делая замес таким образом, мы очень легко можем регулировать густоту теста. Когда мы добавляем воду, а не муку, нам очень легко регулировать густоту теста. Оставляем бортики и вот так потихонечку от центра к краям теста замешиваем. И добавляем воду до той густоты, которую вы хотите. Точно так же замешивалось тесто на пирожки, на все что угодно. В ямку можно добавлять яйцо, масло, молоко, сметану. То есть можно и сдобу замешивать точно так же. Дальше, когда у нас начинает подсобираться уже тесто, мы снова формируем ямку и снова в эту ямку подливаем воды. Не самый аккуратный способ, прям скажем. В миске было бы удобнее, но так делала моя бабушка. Поэтому будем делать так же. Пока вижу, что воды мало. Снова собираю муку. Ну, вы поняли. Собираем муку в середину и еще добавляем воду. Ну, вот смотрите, налила я сколько-то воды. Вижу вот такое тесто. Еще довольно густое, но я сейчас всю муку соберу, которая у меня здесь присутствует, и еще посмотрю на густоту теста. Замешиваем самым простым способом растирания, который как раз-таки в просторечии называется бабушкиным методом. Не спрашивайте меня, сколько чего в граммах. Здесь мы ничего не взвешиваем. Представьте себя деревенской жительницей, у вас нет никаких весов. Вам не на что ориентироваться, вам просто нужно замесить тесто. И густоту его вы делаете ту, которая вам нравится. Снова делаем ямку, чуть-чуть водички. Все, сейчас вода впитается. Ну и все, замешиваем. Замесить нужно так, чтобы у вас не было никаких сухих комков муки, чтобы все было однородно. Когда вы замесили вот такой тесто, достаточно еще грубоватое, возьмите любую емкость, какую-то миску, чуть-чуть в нее подсолнечного масла
Моя бабушка, конечно, не знала никакого слова аутолис, и мама тоже не знает, но всегда тесту давали отдохнуть после замеса какое-то время. За это время занимались еще какими-то своими делами. В частности, сейчас вот можно помыть стол. Позанимались своими делами, вернулись к тесту, увидели, что оно стало мягче. Смотрите, какое эластичное, хорошее. Сейчас его нужно замесить уже более качественно. Если хотите, можно вымешивать дольше, если хотите, можно вымешивать меньше. Самое главное — это домесить до такого гладкого, однородного состояния. Этот способ замеса называется растирание или бабушкин способ. Часто бывает так, что замешивают вот так. Скатывают валик, потом переворачивают, скатывают валик в другую сторону, потом опять надо переворачивать. Я показывала эту технику замеса, когда вы подхватываете одной рукой, прокручиваете тесто, и вам не нужно его туда-сюда поворачивать. Посмотрите, оставлю ссылку в описании. Домешиваем до готового состояния. Замес довольно быстрый. Ну вот и все. На мой вкус достаточно. Возвращаю туда же в миску. Сейчас, по моим ощущениям, у меня в кухне довольно-таки прохладно, поэтому я поищу более теплое место. Не ставьте близко к нагревательным приборам, не нужно, чтобы было слишком жарко, нужно, чтобы было приятно, тепло. Не засекаем никакое время, будем наблюдать за развитием теста. В процессе брожения наблюдаем за тестом и ловим момент, когда у вас тесто начинает бродить. Сейчас подниму и покажу. Вот здесь внизу тесто начало бродить, пошла уже разрыхленность. Это можно увидеть, если у вас, например, прозрачная миска, либо вы вот так отодвинули и увидели. И когда пошли первые признаки брожения, можно сделать обминку. Если не хотите, можно не делать, просто обминки нам улучшают структуру будущего мякиша. Обминаем самым простым способом. Просто приминаем тесто в миске либо на столе. Можете выложить на стол и прямо так его обмять. Чувствуется уже пузыри в тесте, чувствуется, насколько оно становится уже воздушным. Отправляем обратно в миску. Можно сделать еще, например, обминку. Через какое-то время можно не делать. Ну а дальше продолжаем наблюдать за тестом, за его развитием и брожением. Я больше обминок не делала. Нужно наблюдать за тестом. Видите, как оно хорошо выросло. Если к нему хорошо присмотреться, видно, что пузыри вот они прямо под поверхностью. Еще один способ определить, что тесто хорошо уже подошло, постучать по дну. Слышим глухой звук, значит, тесто хорошо выбродилось. И сейчас будем формовать. Продолжаем предполагать, что мы находимся в деревне, где никаких форм для расстойки нет. Беру миску подходящего размера и любое полотенце. Застилаю миску полотенцем. Беру муку, посыпаю на полотенце. Также присыпаем мукой тесто. И стол выкладываю. Смотрите, какое красивое тесто и как красиво оно бродит. И сразу сделаю круглую формовку, поскольку расстаивать буду в круглой миске. Закатываю тесто в шар. Только не перетягивайте, чтобы у вас трещины не пошли по поверхности. Ну а дальше укладываю в миску и заворачиваю края полотенца. Все в таком виде оставляю на расстойку, пока тесто у меня заметно не подрастет. Глянула я на мое тесто без часов, и оно у меня немного уже начало перебраживать и подрываться. Ну что же, ладно, разогрела уже духовку, сейчас будем выпекать. Чтобы смазать поверхность, я беру немного закваски, добавляю к ней чуть-чуть воды, делаю такую жидкую болтушку. Ну а дальше, чтобы совсем было как у бабушки, нужна не кисточка, а утиные перья. Но утиных перьев у меня нет, поэтому буду орудовать кисточкой и бумагой пекарской, хотя уже вторичного использования. Опрокидываю мою заготовку на бумагу. Ну ничего, симпатично вполне. Уберу лишнюю муку и по поверхности вот этой жидкой закваской я намажу. Намазала ровным слоем. Дальше никакого пара, никаких гусятниц, никаких колпаков. Отправляю в духовку на выпечку до готовности. Готовность определяем на внешний вид, на румяность корочки, на легкость, на подъем. Ну, в общем, всеми своими органами чувств мы определяем, готов ли хлеб. На мой взгляд, хлеб готов. Вот такой он получился симпатичный, загореленький.
кутать, накрывать ничем не буду, даю ему полностью остыть. Хлеб у меня полностью остыл. Пахнет он очень приятно, пшеничным, цельнозерновым хлебом. Такой настоящий деревенский запах. Давайте резать. Смотрите, какой мякиш. Плотный, красивый, мякиш слегка влажный, как это часто бывает. Тут полностью цельнозернового хлеба. Аромат настоящего деревенского хлеба. Вот эта вот сладость в аромате потрясающая цельнозернового хлеба с нотами ореховыми. Очень приятный хлебушек. Надеюсь, вам этот сюжет был полезен и понятен. Попробуйте повторить вот такую вот технологию изготовления настоящего деревенского хлеба без всяких приборов современных, без инструментов, без расстоечных корзин. Я уверена, у вас получится. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мои каналы, приходите в Telegram, делитесь своими фотографиями и впечатлениями. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.